Журнал Капитана. Звездная дата 6563.4. В необитаемой системе Крейсера была замечена зарождающаяся сингулярность. Для проведения расследования Федерация назначила на Энтерпрайз специалиста по гравитационным волнам. Мы уже прилетели? Еще нет. Далеко еще? Мистер Чехов? Подходим к Крейсер-2, сэр. Выводите нас из варпа, мистер Сулу? Есть, сэр. Переходим на импульс. Что за черт? Фиксирую значительное гравитационное поле, сэр. Сильнее, чем мы ожидали. С черными дырами ничего не знаешь заранее. Датчики подтверждают значительное смещение в системе. Горизонт событий поглотил планеты с 3 по 8. За 10 дней? Возможно, что интерфазный разрыв истончил структуру пространства-времени этого региона. Я бы сказал, что это знак того, что отсюда пора рвать когти. Нет, Джим! Капитан, мы здесь для того, чтобы изучать воздействие сингулярности на пространство-время. Со всем уважением, но мы чуть не потеряли капитана в многомерном капкане вроде этого около года назад. Сколько мощь такой? Капитан, мы выжимаем все из двигателей просто ради сохранения позиции. Понятно, просто удерживай корабль, Скотти. Самара, сколько вам надо, чтобы закончить измерение? 6 часов. Минимум. Капитан, фиксирую необычные показания рядом с нами. Что за показания? Лейтенант, мне необходимо экстраполировать данные как слышимый звук. Это не двигатель. Ухора, можете ускорить его? Это сердцебиение. Подтверждаю. Есть единичный биосигнал с луны Крейсера-2. Луна дестабилизируется, сэр. Спок, можем мы навести транспортер на этот биосигнал? Все еще фиксируем слабый биосигнал. Думаю, что Луну можно исключить. Соло? Увеличьте главную секцию. Defiant? Подтверждаю. Волновая сигнатура корабля вне фазы с нашей последней встречи. А также восстановлена поддержка жизнеобеспечения. Жизнеобеспечение? Но на борту же никого живого не было. Теперь есть. Спок? В этот раз, если что-нибудь случится в мое отсутствие, я должен обеспечить безопасность Enterprise. Подловил. Капитан, я протестую. Я должна исследовать этот разлом. Ваш протест учтен. Если этот корабль растворится вместе со мной, я вернусь призраком и буду преследовать вас всех. Запускайте.
Кирк Энтерпрайзу. На мостике пусто. В прошлый раз здесь было полно тел членов экипажа. Капитан, может быть, получится посмотреть журналы корабля и понять, что случилось. Передаю. Склад капитану. Кто-то прокачал двигатели. Теперь корабль выдает как минимум ВАР-15. ВАР-15? Перебью, капитан. Давай, Бонс. Тебе бы стоило послушать меня, когда следовало рвать когти. А что? Иди сам посмотри. Иду. И что тут, доктор? Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследования неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джона Роденберри «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хаберкорн в роли мистера Спока, Чак Худер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Как ночь брожу из края в край. Журнал капитана, дополнение. Мы вернулись с Дефайнта, ну или с какого-то из Дефайнтов, имеющего на борту человека в анабиозе. Знакомого человека. Джим. Он это ты. Но это невозможно. Быть может, клон? Я провел полное сканирование ДНК, нет генетического дрейфа. Он это ты, так и есть, просто намного старше. Я не понимаю. Дайте ему возможность поработать, дамочка. Бонс, а сколько тебе времени на разморозку? Не знаю, я дам знать, когда закончу. Капитан, мои исследования допускают, что блуждающие сингулярности могут проходить сквозь реальности, перемещаясь из одной вселенной в другую. Спок, а что показали журналы? Они зашифрованы. Но из того, что удалось расшифровать, следует, что Дефайнт обнаружил, что эта так называемая черная дыра проникает в нашу реальность. Корабль, тем не менее, не сумел завершить переход. Значит, он застрял? Наполовину здесь, наполовину там. А ты говорил, что он может разгоняться до ВАР-15. Верно. Судя по инженерным журналам, его двигатели подвергались модификациям в течение очень долгого времени. Но мы же видели его всего год назад. Время не абсолютно, капитан. Оно, как и понял Эйнштейн, относительно. В каком бы пространстве не был Дефайнт, время там течет, несомненно, быстрее. Но если тот, кого мы нашли, был единственным живым на борту, то кто же модифицировал двигатели? Он настаивал на том, чтобы повидать вас. Скотти. Кэп? Это и правда вы? Ну, когда последний раз смотрелся в зеркало, определенно был. Но почему вы так молоды?
Все это время я думал, что вы бросили меня. Думал, что больше никогда не увижу ни вас, ни Энтерпрайз. Вы ошибаетесь. Такого бы никогда не случилось. Я объятий не жду. Это и правда необходимо. Пока что. Джим? Ави? Ави Самара? Мисс Самара прибыла сюда несколько дней назад. Я оставил надежду увидеть вас. Всех вас. Уже давным-давно. Но вы это он? Как? Ни малейшего понятия. Думал, что меня бросили. Никого не бросили, как вы сами можете видеть. Что последнее вы помните перед тем, как вы решили, что вас бросили? Вы поднимали меня братом Энтерпрайз. И на мгновение все стало прозрачным. А затем все исчезло. Я снова оказался на Дефайанте. Я сумел восстановить жизнеобеспечение прямо перед тем, как у меня кончился кислород. Но это невозможно, если только поле дивергенции. Такой феномен возможен лишь чисто гипотетически. Это единственное возможное объяснение, мистер Спок. 2 Дефайанта, 2 Джима Кирка. Не знаю, куда отправился наш Дефайант, но когда он оказался в интерфазном пространстве, он, должно быть, удвоился. Как капитан. И как давно? Основываясь на физиологическом возрасте, лет так 60, 217. А может и 218. Я был помещен в заморозку большую часть времени. Помещен в заморозку? Как это ты мог быть помещен в заморозку? Мастер капитану Кирку. Это Кирк, слушаю вас, Соло. Капитан, только что в систему вошел клингонский корабль. Желтая тревога. Спок, идите со Скотти в лабораторию ядерной электроники. Проведите мне полное подпространственное сканирование Дефайнта. Найдите мне ответы. Самара? Это крейсер Д-7, капитан. Занял позицию слева от нас. Клингоны велят нам покинуть сектор. Заявляют права на Дефайн как первые нашедшие. Есть записи, подтверждающие их присутствие в системе крейсера. Нет, сэр. Отправьте им следующий ответ от имени Энтерпрайза. Федерация не имеет никаких... Какого черта? Не знаю, сэр, но этот фазерный выстрел пробил щиты насквозь. У них отказ энергопитания и утрачил контроль положения. Их затягивает в черную дыру. Можно ли их вытащить огневым лучом? Мы слишком далеко, капитан. Откуда был этот фазерный выстрел? Не от нас, сэр, это точно. Ну, если стреляли не мы... Но там же никого нет. Ухора. Откройте канал на этот корабль. Капитан?
Я рад тебя видеть. Всех вас. Соедини меня с Дефайндом. Тиберий. Джим, что ты делаешь? Ти, мы заблуждались. Заблуждались? Они не бросали меня. Они не бросили меня. Не доверяю, Джим. Пожалуйста. Еще Кирк? Сколько же вас там? Я защитник Джеймса Кирка. Это я, Джеймс Кирк. Была аномалия. Весь ваш корабль, включая вашу версию меня, копии. До сегодняшнего дня мы и не знали о вашем существовании. Он говорит правду, Ти. Тиберий? С учетом разного хода времени, компьютер Дефайнда мог развить рудиментарные мультитронные цепи. Искусственный интеллект. Я спас тебя. Я заботился о тебе. Ты спас меня от безумия. Да, мы были лучшими друзьями. Не бросай своего друга ради них. Тиберий, если Джим твой друг, почему мы нашли его без сознания, в криостазисе? Мы скитались более 2 веков. Он бы умер, если бы я не сохранил его до момента, когда смогу вернуть домой. Я уже дома! Благодаря тебе! Джим, не бросай меня. Ти, пожалуйста, верните моего друга. Капитан, Дефайнд заряжает орудие? Красная тревога. Ти, не надо! Взрыв торпеды с 500 метров справа по борту. Если он хотел привлечь внимание, то он преуспел. Зарядить фазеры. Фазеры готовы. Огонь. Нет. Нельзя давать ему энергию. О чем ты говорил, кормится тьмой? Тьма! Давайте-ка обратно в лазарет. Капитан? А потом объясню. Если смогу. Солнце, уводите нас отсюда. Стойте! Горизонт событий черной дыры, он увеличился. Подтверждаю, торпеда Дефайнта поставил нас в неудобное положение. Если мы сдвинемся, нас затянет. Вы в ловушке, Enterprise. Лейтенант, может Дефайнд покинуть систему? Нет, для этого разлом должен раскрыться сильнее, сэр. Слышал, Тиберий? Ты не можешь выстроить нас так, чтобы не повредить своему другу, а мы не можем стрелять в тебя, не поставив под угрозу команду. Так может заключим перемирие? Обменяемся ресурсами, информацией? Может, мы все сможем безопасно выбраться? После того, что вы сделали с моим другом, меня не волнует ваша безопасность. Твой друг страдает. Почему? Я сделал, что должен был, чтобы спасти его. Когда я нашел его, он был так же молод, как и ты. Теперь он лишь тень прежнего себя. Осторожней. Тень может быть больше, чем человек, который ее отбрасывает. Закрыть канал. Спок? Гипотеза мисс Самара была верной. Дефайнд — это точная копия судна, с которым мы ранее встречались. Так же, как и другой Джеймс Кирк. И он во всех возможных смыслах настоящий. Сэр, нам нельзя оставаться здесь слишком долго. Нас облучает хоукинговская радиация. Кирк Скотту, можно ли перенаправить больше энергии на щиты? Да, но я нашел нечто, что вам лучше увидеть. Встретимся в лазарете. Соулу, мостик ваш. Капитан, мне нужно, чтобы ты оставалась на мостике и изучала разлом Ави. Если кто и вытащит нас отсюда на честном слове на одном крыле, то это ты.
Да уж, миленький гаджет, ничего не скажешь. Нейроинтерфейс, самозаряжающиеся энергоячейки. Думаешь, в нем все дело? Какое дело? Где пациент? Мой пациент с доктором Маккеной. Физически с ним все в порядке, он просто стар. А вот и чертенок. Мы нашли его в криокамере Дефайнта. Этого нельзя вспоминать. Знай, что ты в безопасности. Тьма отправит нас домой. Этого нельзя вспоминать. Знай, что ты в безопасности. Тьма исполнит твою директиву. Поразительно. Подсознательный трансивер. Устройство для промывания мозгов. Вероятно, вызывающее боль, если капитан вдруг... другой капитан попробует что-нибудь вспомнить. Что ему велели забыть. Но сейчас-то он свободен. Его обработали, Джим, и эффект долговременный. Я мог бы синтезировать производные фрагена, чтобы помочь ему преодолеть это, но мне нужно больше информации об устройстве. Есть? Выглядит так, будто Тибери пытается защитить старика. Джим, ты себя слышишь? Старик, пациент, наш гость. Что случилось, капитан или Джим? А как бы ты себя чувствовал, Бонс? Ведь другого себя, старого себя, стоящего прямо напротив. Годы боли, потерь, одиночества. На твоем лице, в твоих глазах. Мой стык капитану Кирку. Кирк на связи, Соло. Сэр, нам удалось расшифровать часть видеожурналов Дефайнта. Сейчас буду. Корабельный журнал, звездная дата неизвестна. Мне удалось восстановить систему жизнеобеспечения. Но, похоже, Энтерпрайз ушел. Меня бросили здесь. На корабле достаточно еды и энергии на весь экипаж. И уж точно на меня одного. Все погибшие члены экипажа Дефайнта заслуживают достойных похорон. Похоже, что единственное, что я могу, перенести их в транспортаторную и отправить в космос. Погребение в море. Корабельный журнал. Звездная дата... Энтерпрайза все нет. Мои друзья бросили меня здесь. Я перепрограммирую бортовой компьютер. Ставлю ему новую основную задачу. Вернуть меня домой. У него появляется личность. Я рассказываю им истории, мы играем в шахматы. Он запечатлел меня. Как будто одного Джима Кирка мало. «31 год. 27 парсек. Ничто!» «Джим, все хорошо. Мы прорвемся. Мы доставим тебя домой. Это просто вопрос времени». Маккой бы сказал тебе. Время. У меня нет ничего, кроме времени.
Что с вами? Просто вспомнил кое-что. Поэму, которую ценил в молодости. И этот холм, и эта кирха. Я потрясенный зарыдал. О, дай проснуться мне, Господь, или дай заснуть навек. Старый моряк дрейфовал в безвременье. И все же вы выжили? Ну, если считать это выживанием. Четыре месяца. 4 месяца, чтобы перенести их всех. Каждого члена экипажа. Спустить каждого члена экипажа в... Помните? После мытарств старому моряку был дан второй шанс. Напомнить другим не терять веру и надежду. Советник? Как он? Можно только гадать. Все эти годы в одиночку, оторван от всего, что определяет нас, всего, что придает жизни смысл. И его единственный спутник — собственное компьютерное отражение. Один человек, две личности. И одна из них манипулировала другой. Его раздирают сильные чувства, его предали. В прошлом его корабль и экипаж, и сейчас его единственный за последние 60 лет друг. Как нам помочь ему? Помочь нам. Нужно напомнить ему, что несмотря на все, что он потерял за эти годы, он не потерял себя самого. Что бы вы хотели услышать сильнее всего, если бы оказались на его месте? Потому что, сэр, он — это вы. Зовите меня, если что-нибудь потребуется. Вспоминаете? Освежаю. Когда воспоминания — это все, что у тебя есть, они или полностью забываются, или начинают значить слишком много. Ну, никто бы не сказал, что Ависамара была незначительна, когда нам было 15. 16. Она восстановила этот биплан на наш день рождения. Мрачный жнец. Мы чуть носом поле не вспахали, когда ремни безопасности лопнули. Я воскликнул, и далеко ли мы так летим? Она крикнула, до самого конца. Ты не понимаешь, насколько богата твоя жизнь, пока все удобство, все привычное. Семья, друзья не исчезают. Как будто тебя заточили в тюрьму. Ты понимаешь, что никогда не увидишь своих друзей. Никого не полюбишь. Никто тебя не поддержит. И нет пути домой. Проходят годы,
И ты задумываешься, что ты за капитан, когда нет экипажа? Что за лидер, за которым никто не идет? Ты знаешь, что команда не бросала тебя. Не специально. Но прошли десятилетия, а они так и не вернулись. И тебе их даже не заменить. Ты не можешь влиться в новое общество, потому что нет обществ. Нет ни планет, ни звезд, ни галактик. Ничего, кроме пустоты на световые годы вокруг. И твой единственный друг — это голос. Тиберий. Когда машина осознает себя? Не знаю. Когда рядом нет никого, кто бы запретил. Я не стал. Так что он сделал это. И теперь, как осознающий себя, он фактически непобедим. Если у него есть сознание, возможно, его можно убедить. Однажды он поймал меня за изменением шахматной программы, так, чтобы я мог победить его. Показать ему, на что похоже поражение. Ему это не очень понравилось. Он скрывает что-то. Что-то, с чем бы ты никогда не согласился, что-то настолько ужасное, что ты бы никогда не принял. Тьма. Что это за тьма? Постарайся, вспомни. Это... Мощности капитана Кирку. Двигатели Дефайнта начали генерировать варп-поле. Уровень мощности 12? Он движется? Нет, сэр. Но от разрыва пошло излучение какой-то темной материи. Темной материи? Тьма! Тьма! Держите меня в курсе, Чехов, конец связи. Годы. Годы, ничего, кроме тьмы. Компьютер предложил новый дизайн двигателей. Достаточно мощных, чтобы открыть разрыв домой. Год 51. Компьютер неразумен, заботлив, контролирует. Ему нужно успокоительное. Горизонт событий. Объединение реальностей. Две черные дыры не должны слиться. Остановите его! Остановите! Его кровяное давление уже выше крыши. По другую сторону портала, капитан. Есть еще одна черная дыра? Двойная система? В 1000 раз больше. Тиберий решил прорваться сквозь разрыв. Разрушение пространства такой степени почти наверняка явит дополнительную сингулярность. Если они сольются, это уничтожит целый сектор. Я умолял его. Пытался отключить. Пытался. Компьютер Defiant наверняка понизил уровень кислорода достаточно, чтобы обездвижить его. А потом перенес его в ту кря-камеру и пичкал его подсознательной колыбельной.
Сэр, я проанализировал устройство. Думаю, что все сложнее, чем мы думали. Похоже, что он нашел часть кода для отключения компьютерного алгоритма. Хочешь сказать, что мы можем отключить Тиберия? Не отсюда. Мы можем устроить ему хорошую взбучку, но мы не можем управлять Дефайнтом без кого-нибудь на Дефайнте. Я не могу послать его назад. Так что пока придется ограничиться взбучкой. Спасибо. Спок. Найди мне остальную часть кода отключения. Я буду на мостике. Джим. Как у вас дела с Ави? Она потрясающий инженер. Я не об этом спрашивал. Ты помнишь? Мы оба выбрали разные пути, ничего не изменилось. Но большее время что-то меняет. Боунс, кто-то должен остановить Тиберия. И полагаю, ты думаешь, что должен быть ты. Пожалуйста, доктор, не надо лекций. Я слишком стар. Хорошо, что все еще силен, как бы. Упрям как осел. Это подсознательное внушение могло дать тебе силу на львиный удар. Меня и раньше сравнивали с разными животными, но никогда со всеми сразу. Спок, пожалуйста, скажи, что у тебя есть план, как победить этого злого близнеца. Это некорректное описание, доктор. Компьютер не способен на зло. Он знает лишь логику. Слушай, ты зеленокровый... Компьютер много на что не способен. На 200 лет Джим думал, что мы бросили его в пустоте. Он был зол на нас. Черт, он, наверное, даже ненавидел нас. Но в конечном счете он сумел нас простить. Потому что он человек. Теперь этого не понять, Спок. Ведь в конце концов он всего лишь машина. Разумная машина, не способная ни на сочувствие, ни на прощение. И если это не зло, то я даже не знаю что. Если позволите, доктор, я должен вернуться к анализу злого близнеца. Статус. Капитан, Дефайнт вырвался из портала. На экран. Сэр? По моей команде. Корабль. Есть, капитан. Тиберий! Если эти черные дыры сольются, ты можешь поцеловать на прощание каждую звезду, планету и живое создание в этом секторе. Сэр, мы попали в отбойную волну, порожденную обеими сингулярностями. Сулу. Нам надо пройти перед этой гравитационной волной прямо под гребнем. Я же Сан-Франциско, сэр. Родился прямо на доске для серфинга. Просто не попади в планету. Я покажу, на что способен. Полный стоп. Где ты, Кирк? Верни моего друга. Спаси его жизнь. Тиберий, закрой портал, пожалуйста. Я вернусь. Хочешь вернуть его? Почему бы не подкрепить слова делом? Как насчет шахмат? Ставки. Победишь? Получишь его. И делай с нами что пожелаешь. Но если проиграешь, отбуксируешь нас в безопасное место, и мы вместе ищем способ закрыть разлом. Ну так что, играем?
Или нет? Согласен. Слон на уровень ладьи 2. Твой ход. Ферзь на уровень короля 1. Это приведет твоего короля к мату через 7 ходов. Посмотрим. Конь на уровень короля 1. Ферзь на уровень ферзя 3. Это бессмысленно. А для меня все как раз очевидно. Что ты со мной сделал? Твой ферзь потерял голову. Ты обманул, когда промыл мозги своему другу. Я не... Пожалуйста, скажи, что он не мертв. Нет, просто сильно болит голова. Программа «Троянский конь». Ты не собирался возвращать его? Сколько автодиагностики Дефайнта потребуется на перезагрузку компьютера? Скорее всего, около часа. Ухура, все старшие офицеры в комнату для совещаний. Есть, сэр? Ты тоже, Самара. Все старшие офицеры, капитан. Не представляю, сколько еще двигателей будут удерживать нас на месте, прежде чем нас затянет в интерфазное пространство или эту чертову черную дыру. А у Дефайнта энергии навалом. Я прав? Насколько могу судить, он рекристаллизирует делитесь в 4 раза быстрее нас. Ты думаешь, что Дефайнт может закрыть разрыв? Заблокировать его так, чтобы мы не застряли в обратном потоке? Тиберий этого не сделает. В настоящий момент Тиберий не может сделать ничего. Капитан, я сумел обнаружить под программу очистки памяти. Использовав ее, мы сможем удалить ИИ и вручную направить Дефайнт в разрыв. Я знаю этот корабль. И Тиберия, по логике, я должен идти. Ты не в той форме для такого. Я справлюсь, Боунс, не сомневаюсь. Но ты будешь занят управлением Энтерпрайзом. Я пойду. Капитан, это совершенно не вернулся. Любой, кто пройдет через этот разлом, покойник. Я не хочу управлять Энтерпрайзом. Это больше не мой корабль. Он всегда был твоим. Ты знаешь его как морщину на лице, седину в волосах. И любишь его так же, как и я. Может, даже больше. Ты не виноват в случившемся. Это было моим решением покинуть Дефайн последним. А ты всю жизнь расплачивался за него. В вариантах Талианс или Портал мне повезло. А тебе нет. Хватит споров, я пойду. Как, вам нужен эксперт управления двигателем, пока за штурвалом? Почти за честь. Ты нужен здесь, Скотти. Я изучила данные, полученные мистером Скоттом. Я могу это сделать. Но если вы не знаете, как... Никаких «но». Я с 12 лет строила двигатели. Уверена? Самара, ты со мной. Спасибо, капитан. Через 20 минут транспортаторные джентльмены. Все свободны. Спок, иди вразуми его. Зачем, доктор? Мы с вами оба знаем, что он не передумает. Самара и я буксируем Энтерпрайз на безопасное расстояние. Затем мы войдем в разлом и запечатаем его. Потом... Капитан, не надо.
Просто береги Энтерпрайз, капитан. И себя. За старые времена. Джим, я ведь не могу убедить тебя не делать этого. Не в этот раз, Боунс. Код отключения. Как только вставите, введите удаляющую последовательность. Что вы делаете? Дают Энтерпрайзу шанс получше. Его настоящий капитан на мостике. У нас не больше пары минут. Время сейчас очень критично. Ты со мной до самого конца. Запускайте. Включай двигатели. Я проложу курс в портал. Боже, темная материя. Она прорывается сквозь интерфазный барьер. Доводи тягловый луч. Давай освободим Энтерпрайз. Нет. Ти, нет другого выхода. Я знаю, что ты можешь думать. А способен ли ты и чувствовать? Люди, что создали твою программу. Программу, из которой ты родился. Идеалы, милосердие, прощение, что есть в твоем разуме. Они ничего не значат, если ты убьешь тех, кто их разделяет. Они бросили тебя. Оставили блуждать в пустоте пространства одного, без надежды. А я спас тебя. Мы дали надежду друг другу. Джим, у нас кончается время. Я не хочу снова тебя замораживать, Джим. Не заставляй меня. Джим, жизнеобеспечение отключилось. Прости, мой друг. Остановись. Пожалуйста, остановись, Джим. Прости. Пожалуйста, не надо, Джим. Спи. Enterprise Defiant. Enterprise Defiant. Кирк слушает. Я знаю, насколько нелегко это было для вас, капитан. У вас не было выбора. Что же касается моих старших офицеров, то они действовали по моему приказу, капитан. Поздновато для трибунала. Гравитационный поток нарастает. Включить тягловый луч. Энтерпрайз, приготовьтесь к буксировке. Всю энергию на двигателе. Схвати, уводи нас отсюда. Держите за все, что можно, мы уносим отсюда ноги. Полный импульс. Энтерпрайз в безопасности? Да, сэр, он свободен. Отлично. Что ж, Ави, снова ринемся в пролом.
Капитан, они входят в разлом. Кстати, транспортер. С такими помехами никакого шанса. Стоп, что ты делаешь? Нельзя рисковать, чтобы это случилось опять, Ави. Есть только один способ окончательно запечатать разлом. Это поездка в один конец, Ави. И всегда и была. Я знаю. Я убил автопилот, значит, я остаюсь. А ты нет. Нет. Кирк Энтерпрайзу, ищите усиленный образцом маяк. Нет. Что? Последний подарок Тиберия. Нет, я никогда не забывал тебя, я никогда не забуду. Джим. Энтерпрайз, вы получили ее? Она в порядке. Отправьте меня назад! Отправьте меня назад! Береги себя, Ави. Увидимся на другой стороне. Он совсем один. Уже нет.